Всех приветствую на своем канале по вязанию. Меня зовут Лена. Сегодня мастер-класс будет посвящен вязанию вот этой аппликации единорожка. Он у меня связан, сама аппликация, спицами с помощью платочной вязки. Единственная работа крючка — это вот эти спиральки и глазки. Все остальное мы свяжем спицами. Пряжа, которую я использовала, это Камтекс Карамелька. Это основная белый цвет единорожки. Далее на копытце и мордочку я использовала Alize My Baby. Это также 100% акрил. Единорожку я выполнила полностью из акрила, так как мне нравится, что он быстро сохнет. Вот здесь 150 метров на 50 грамм. В карамельке, если не сказала, это 175 метров на 100 грамм. Спиральки у меня выполнены также My Baby, только чуть-чуть другие оттенки. Все цвета я подпишу под видео. Скажу, вот пока этикетка у меня есть. Вот этот светлый тон 184, бирюзовый 19, а вот ярко-розовый я не скажу, потому что этикетка пока временно утеряна. Я надеюсь, ее найду. Глазки и рог у меня выполнены из пряжи. Детская новинка от Пехорти, такая самая, мне кажется, известный акрил. В ней 200 метров на 50 грамм. Вот у меня там буквально остаточки остались. По техническим моментам, значит, вязала я на спицах 2,5 саму аппликацию. На спиральке мне нужен будет крючок 2,5. На глазки я вам точно не скажу. По-моему, 1,5 я взяла. Или также 2,5. Я пересмотрю видео, еще раз, конечно, уточню и подпишу под видео. Также в мастер-классе вы это увидите. Ушки и рог. Рог вот у меня было продолжением головы. То есть, когда мы завершали голову, я вязала сразу рожок. А ушки вязала отдельными элементами. Смотрите, я их оставила такими подвижными. То есть, к голове они пришиты, но когда перепрошивала уже к самому джемперу, я их вот на этом уровне и оставила, чтобы они вот так вот подвижные остались, так как и спиральки. Вот. Вязала я отдельными элементами, то есть вязала отдельно тело, потом закончила. Как вязать тело? Вяжем передние ножки, отставляем, начинаем задние вывязывать, потом соединяем и продолжаем вязать единым полотном. Доходим до шеи, чуть-чуть ее заужаем и закрываем. Вот. Голову отдельным элементом я связала вот эту мордочку, отдельным элементом вот этот такой вот у меня будет полуовал. Потом прошиваю, соединяю эти элементы, то есть голова у меня будет такая целиковая. Вяжу ушки, пришиваю, соответственно, рог я уже также заканчиваю. И глазки соединяю головкой, с помощью ниточек вышиваю, что остались от глазки, реснички, и вот такую вот мордочку делаю. Спиральки я уже покажу в видео, как связать из одной петли. Вот как в этом моменте, то есть я не отдельным их элементом вязала, а сразу соединяла между собой. Эти спиральки выполнены у меня отдельными, каждый элемент, чтобы легче было расположить их по голове. Вот. Ножки вот эти разделены таким же черным цветом, как и глазки. То есть я вышивала как бы разделение. Передние ножки поделила и задние. Надеюсь, у меня, потому что мужу, когда я показала, он спросил, что это такое. Вот, вы можете даже этого не делать, если вам не хочется или вам не нравится этот элемент. Вот, давайте по размерам вам скажу. Вот от низа до высоты рога 30 сантиметров. То есть очень такая у меня большая аппликация, я бы сказала. И джемпер все-таки не маленький размер, это возраст 4-5 лет. А самая широкая часть около 17,5 сантиметров. Голова, высота от низа до рога около 15 сантиметров. И ширина мордочки, вот самой широкой части, 10 сантиметров. Вот, наверное, все сказала. Также я буду говорить сантиметр, когда буду вязать, то есть буду все замерять. Ой, знаете,
хочется уже и связать более мелкие аппликации, может, я сделаю такие небольшие мастер-классы по более мелким, таким изящным деталям, но хотела, как сказать вам, выделиться, что ли, из общей массы аппликаций, потому что их вяжут в основном с помощью крючка. Крючком я, конечно, вязать тоже умею, но вот сделала самые-самые такие минимальные движения, то есть это столбик без накидов, надо только взять, уметь делать и вязать их также по кругу. То есть набираем в кольцо, стягиваем и чуть-чуть надвязываем еще глазик. Там буквально чуть-чуть, там 6 столбиков без накида, что ли, потом дополнительно еще провяжу. То есть такие минимальные надо иметь знания. Также глазки вы можете и не вязать крючком, а можно их просто вышить, если, например, вы хорошо шьете. Я это делать, может быть, и умею, но не особо люблю. Вот поэтому вышивкой я пока не увлекаюсь, хотя, говорят, стоит один раз попробовать и уже за уши не оттащить. Вот, а если вам понравилась эта аппликация, вы захотите ее связать для своих детей, внуков, племянников, добро пожаловать в продолжение этого мастер-класса и приступаем к работе. Мы начинаем вязание с передних ног. Сейчас на спицу номер 2,5 розовым цветом я набираю 12 петелек. 1, 2, 5 и 12. Начинаю вязание с первого ряда. Это нулевой ряд у меня. Провязываю просто лицевыми петельками за переднюю стеночку. Не идет у меня вязание. Так, смотрите. Теперь нам нужно провязать, вот считать, начиная с этого ряда, я вяжу 10 рядочков. Также лицевыми за переднюю стеночку. После 10 рядов мы переходим на вязание белой пряжей. При этом, смотрите, вот эту кромочную так вот подспущу и провяжу сразу ее белым цветом. Это первый ряд. Вяжем 20 рядов. Мы провязали 20 рядов белым цветом. Теперь вот с этой стороны мы будем делать с вами чуть-чуть такую небольшую прибавочку. Смотрите, для этого вяжем 21 ряд, доходим до предпоследней петли и подцепаем нижнюю дужку у петельки, у предпоследней, вяжем ее сначала и затем только петельку со спицы. И провязываем кромочную петлю. Провязываем 22 ряд. Затем вяжем 23 и 24 ряды без прибавок. И в конце 25 ряда делаем еще одну прибавочку. Вяжем 26, 27 и 28 ряды без прибавок. На этом мы обрезаем ниточку и переходим к вязанию следующей ножки. Задние ножки у нас также начинаются с копыц, которые будут розового цвета. Набираем теперь мы 14 петелек, то есть на 2 петельки больше. Вот, нитки взяла.
14 петелек набрали и вяжем точно так же. Провязываем вот этот первый ряд. Он у нас будет нулевым, потому что он идет у меня с изнаночной стороны. А мне нужна спереди красивая косичка. И все, и начиная с этого ряда провязываем 10 рядов розовой пряжи. И также после 10-го ряда мы не довязываем кромочную петельку, чтобы ее провязать белым цветом. И ввязываем первый ряд белого цвета. Также вяжем с вами 20 рядов. С 21 ряда мы также начинаем делать прибавочки, как и на передних ножках. В 21 ряду мы делаем прибавочку. Также в конце ряда, то есть вывязывая из предпоследней петли. Теперь вяжем 22, 23 и 24 ряды. В 25 ряду мы делаем прибавку с обоих сторон. Только смотрите, точнее с обеих, извините. Вяжу кромочную петлю, затем вяжу петельку со спицы, затем только поднимаю дужку и провязываю ее. То есть мы сделали с этой стороны прибавочку. Теперь также довязываем до конца ряда. И делаем прибавочку также в предпоследнюю петлю. Затем вяжем 26 ряд, и в 27 ряду мы сделаем еще одну прибавочку. А прибавочку мы будем делать в 27 ряду также в конце ряда в предпоследнюю петельку. То есть всего у нас прибавилось здесь 4 петельки, и на спицах уже 18 петелек. То есть 3 раза в конце ряда и 1 раз в начале ряда мы сделали прибавку. На передние ножки, напоминаю, мы сделали только 2 прибавочки. Вяжем 28 ряд. И в 29 ряду сейчас мы начнем объединять. Чтобы объединить наши ножки, мы сначала провязываем также дальнюю ножку. Давайте это будем считать первым рядом после объединения. Довязываем задние ножки до конца. Теперь вот таким образом делаем петельку и набрасываем на нее, на спицу 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелек. И начинаем ввязывать следующую ножку. То есть между ножками у нас появились дополнительные петельки. Связали, переворачиваем, вяжем второй ряд. Сейчас я дойду просто вот до этих петелек и покажу, как они здесь будут выглядеть. Вот видите, мы просто их провязываем за задние стеночки. Именно так у меня были наброшены петельки. 5 петелек. Довязываем ряд этот второй до конца. Вот посмотрите, как у нас теперь располагаются. Задние ножки у нас чуть более объемными, чем идут передние. На передних ножках я считаю вместе с кромочными. Было 14 петелек, здесь 18. То есть общее количество 32 петли, и между ними еще 5 петелек. 37 петелек у нас сейчас на спицах. Теперь
мы с вами будем делать прибавочки вот с этой стороны. То есть расширение, это вот будет наша грудь. То есть с третьего ряда мы сделаем сейчас прибавочку. Также мы будем делать в предпоследнюю петлю. То есть вяжем третий ряд. И в 37 ряду в предпоследнюю петлю снова делаем прибавочку. У нас теперь 38 петелек. Вяжем затем 3, 4, 5, 6 и так 3, 4, 5, 6, 7, 8 до 8 ряда. То есть провязываем еще 6 рядов и встречаемся с вами в 9 ряду. У меня начинается 9 ряд. В 9 ряду мы сделаем прибавочку с этого края и с этого. То есть прибавочка будет в начале и в конце вязания. Как вы помните, в начале вязания провязываем кромочную, затем петельку со спицы, подцепаем дужку ниже лежащую и провязываем ее. Доходим до конца ряда. В конце 9 ряда мы делаем в предпоследнюю петлю сначала прибавочку, затем провязываем петлю со спицы и заканчиваем кромочной петлей. У нас на спицах 40 петелек. Вяжем 9, 10, 11, 12, 13, 14 и в 15 ряду встречаемся. У меня начинается 15 ряд. И снова я прибавочку делаю с двух сторон. То есть в начале вязания и в конце. У нас получается 42 петельки. Вяжем теперь 15, 16, 17, 18, 19 и 20 ряды. Без также прибавочек просто провязываю вот эти 42 петельки. И встречаемся с вами в 21 ряду. Теперь с 21 ряда мы начинаем делать убавление в конце ряда, то есть где у нас находятся передние ножки. Довязываем ряд до конца, не провязав последние 3 петли. И делаем убавочку. Провязываем петельки вместе за переднюю стеночку и затем вяжем кромочную петлю. Теперь у нас на спицах 41 петля. Вяжем с вами 22, 23, 24 и 25 ряд. Ну, конечно же, 26 забыла. Убавочку сделаем через 6 рядов, получается. 27 ряд. Снова убавочку сделаем в конце ряда. То есть вот здесь 2 предпоследних. Еще раз покажу, как это сделать. Вот 2 предпоследних петельки провязываем за переднюю стеночку вместе и заканчиваем кромочной петелькой. У нас снова на спицах 40 петелек. Начинается 33 ряд. Теперь мы с задней ноги начинаем закруглять такую нашу попу. Вот. Но для начала смотрите, как мы поступим. Вот так вот петельку подспускаю одну. Именно вот кромочной будет красивый загиб получается. И убавляю одну петлю. Только одну пока. Вяжем 33 ряд. И в конце 33 ряда, также вот где наши последние и предпоследние, 2 петельки, вот эти 3 петли остаются, мы убавляем одну петлю. Теперь вяжем 34 ряд. И убавлять последнюю кромочную в этом ряду, 34-м, не убавляйте, потому что, еще раз говорю, со стороны задней ноги мы будем делать закругление. 35 ряд. Спереди убавочек не будет. Сделаем убавочки только с этой стороны. Убавляем теперь 2 петли. Видите, кромочная не провязана последняя. Убавляем 1 и 2. Вяжем 35
и 36 ряд. 37 ряд. Закрываем еще 2 петли. 1 и 2. Так, в 37-м убавили ряду 2 петельки, довязываем его до конца, вяжем 38 ряд и встречаемся в 39 ряду. Также вот с этой стороны последняя петля не должна быть провязана. В 39 ряду со стороны задних ножек мы закроем 20 петелек, а в конце убавим, вот где передние ножки, только одну петельку. Как я говорила, кромочная у нас не довязана, и считаем 20 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Довязываем самостоятельно. У нас осталось вместе вот с этой петелькой 14 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Да. Вяжем вот этот 39 ряд, получается, до конца. И в конце убавляем петельку. Это у нас сейчас начнется вывязывание шейки. Вяжем еще 6 рядов. Это получается 39, 40, 41, 42, 43, 44 ряд. И встречаемся с вами в 45 ряду. 45 ряд. Убавляем петельку только в конце ряда со стороны передних ножек. 3, 4, 5 и 6. 12 петелек у нас с вами остается. Вяжем еще 6 рядов. У меня провязано, получается, 50 рядов от начала соединения. Вот такая вот у нас получается симпатичная единорожка. Смотрите, шейку, я думаю, можно сделать даже еще одну убавочку. Вот у нас чуть-чуть будет голова под наклоном, так вот назад, поэтому шейку чуть-чуть мы откроем и чуть-чуть еще закруглим вот с этой стороны. В принципе, если вы предполагаете оставить голову прямо, без наклона вот в ту сторону, то можете просто продолжить вязать без убавок или даже просто закончить на этом расстоянии. Я сделаю еще одну убавку, то есть получается у меня 51 ряд. После этой убавочки у меня остается на спицах 11 петелек. Я вяжу 6, наверное, рядов также провяжу. То есть на 56-м я ряду закончу, и в 57-м будем закрывать все петельки. Вот и все. Давайте на 57-м ряду закроем все петельки. Просто закрываем обычным способом, набрасывая на них предыдущую петлю. Голову мы будем вязать отдельной деталью. Ниточку можно обрезать покороче. В принципе, ничего, я думаю, ей мы уже пришивать не будем. Так, давайте по размерам расскажу, что у нас с вами получилось. Так, самая широкая часть это 17,5 сантиметров. Высота до закрытия спинки 16 сантиметров. А вот эти копытца у нас получились 2,5 сантиметра. Общая длина ножки около 8,5 сантиметров. Общая длина от шеи
до конца ножки 20 сантиметров. А шейка, она примерно равна ширине ножки 5 сантиметров, а эта ножка у нас 6 сантиметров. Это чуть шейка потоньше, около 4,5 сантиметров. Это вот самая узкая часть ее. Все, и давайте приступать к вязанию головы.